И всем привет! Меня зовут Влада4, и посмотрите на мой костюмчик, а? Я сегодня судья, а все потому, что мы решили снять ролик 24 часа стали судьями. Ну как судьями? Судья здесь только я, а судья должен быть максимально сосредоточен, быть непредвзятым. Я буду судить честно и справедливо. Да, ситуации бывают спорные, и вот только судья может все разрешить. И у меня вот есть такой молоток. Говоришь какой-то приказ, какое-то желание, стучишь, и все исполняется. Так, Кобяков у нас прокурор. Здравствуйте, товарищ судья. Я прокурор, и моя задача обвинять преступника, предоставлять улики. А главное, я должен добиться, чтобы преступника наказали по всей строгости закона. Форма у меня практически как у полицейского, поэтому я страж порядка. Тоже мне страж порядка нашелся. Вот я реально защищаю людей, потому что я адвокат. Моя задача защищать человека, который попал в суд. Ведь на тебя может пожаловаться абсолютно кто угодно. Этих стукачей ябед, сами понимаете, сколько. А Кобяков, он разбираться не будет. Он сразу всем штрафы раздаст и все. И моя задача спасать людей от таких ситуаций. Я тоже подготавливаю доказательства и прилагаю все усилия, чтобы обвинения с моего клиента были сняты. Ну а я секретарь. Я пишу протоколы и записываю слово в слово, что сказал каждый человек в суде. Чтоб потом не было такого. Я этого не говорил, такого не было. Ну считай, я помощник судьи. Ну а этот ноутбук даже домой забирать нельзя, потому что здесь вся информация, которая необходима в суде. Так, тишина в зале суда. Давайте уже приступать к работе. Господин судья, вот, пожалуйста, первое дело на сегодня. Иван Петрович, что уже натворил? Так, дело о пранке? Интересно. Ну, приглашайте. В зал суда приглашаются фигуранты по первому делу. Да, в каждом деле присутствуют две стороны. Потерпевший и обвиняемый. Ну что, сейчас мы выясним, кто из них прав, кто виноват и кто получит штрафы и наказание. Так, ребята, заседание начинается. Ну, господин прокурор, обвинение зачитывайте. 18 числа этого месяца обвиняемый Кеткин Иван Петрович на улице Малая Спасская. Извините, господин прокурор, вы не могли бы помедленнее? Я не успеваю записывать. Подсудимый Кеткин Иван Петрович на улице Спасская облил потерпевшего невезучего Джо. Потерпевшего какого? Блин, да я сам запишу. Так, что за бардак? Каждый занимается своей работой. Сережа, ну тыкай ты по кнопкам этим. Ну что там за работа простая же? Продолжайте. Данное происшествие произошло в 15:24. Что-то тут... Товарищ протоколист, да что за шум? Вы вообще-то мешаете зачитывать обвинение. Да, извиняюсь, товарищ судья, просто ноутбук что-то выключился. Ну давай, сейчас, может, зарядочка. Так, сейчас, так. Зарядка, наверное, села. Ладно, прокурор, продолжайте. Подсудимый облил невезучего Джо горячим кофе. Тем самым нанес ему ожоги первой степени. Предоставляю суду справки из больницы. Вот они у вас там лежат. Да, вижу. По этому факту потерпевший требует выписать штраф хулигану в размере $1000. Вот теперь все. Сколько? У вас там губа не треснет, товарищ прокурор. Так, слово предоставляется стороне защиты. Уважаемый суд, сторона защиты, а именно я и товарищ Кеткин, полностью согласны со всем, что сказал господин прокурор. Так что, все, приговор? Можно было бы, если бы товарищ прокурор не забыл один факт. Кофе обливают не просто так. Ну что, невезучий Джо, расскажите нам на самом деле, что произошло. Протестую! Это давление на потерпевшего. Протест принят. Отойдите. В общем, тогда мой подзащитный расскажет, что было на самом деле. Так, давай, за трибуну точно так же, как ты мне и рассказывал. Товарищ судья, я действительно облил невезучего Джо кофе. Но я сделал это случайно. Вы, наверное, знаете, что невезучий Джо пранкер, и он свои пранки записывает на камеру и выкладывает в YouTube. Мой подзащитный как раз таки и стал жертвой его пранка. У нас есть доказательства. Секретарь, включите видеозапись. Ай, горячо! Ты что делаешь, прикол? Чего делаешь? Ты зачем меня напугал?
Вот видели? Подсудимый специально плеснул кофе в потерпевшую. Мой подзащитный дернул рукой от испуга. Товарищ судья, а разве вы не дергаетесь, когда вас кто-то пугает? Ну да, бывает, конечно, да. Протестую! Это не имеет отношения к делу. Ваш подзащитный знал, что невезучий Джо пранкер. И, возможно, ему не нравятся его ролики в Ютубе. Вот он его кофе и облил. Ну что ж, не надо так кричать. Давайте я вам налью водички. Так, попейте, попейте. Я вообще удивляюсь вашей способности так тонко чувствовать дела. Находить свидетелей, допрашивать. Вы большой молодец. Спасибо, конечно. Вам бы давно премию уже надо выписать. Вы огромный! Молодец. Вот, что и требовалось доказать. Это обычная реакция, если напугать человека. Он рефлекторно скидывает руки. Вы лжец! Так, что происходит? Не понимаю. Вы все записали? Да. Так, вызовите уборщицу, а я удаляюсь выносить вердикт. Сережа! Итак, суд постановил оправдать Кеткина Ивана Петровича. То есть снять все обвинения и отпустить с чистой совестью. А вы, уважаемый пранкер, вам я выношу предупреждение. Потому что не все, что весело, хорошо и законно. Понятно? Нельзя вторгаться в личное пространство людей, мешать им, отвлекать их, пугать. И это вообще-то тянет и на мелкое хулиганство. Но на первый раз предупреждение. Дело закрыто. Так, второе дело. Вижу, подсудимый на месте. Начинаем заседание. Зачитывается дело зрителя номер 2308. Товарищ прокурор, зачитайте обвинение. В результате YouTube-анализа зритель номер 2308, то есть вы, обвиняетесь в незаконном хранении красной кнопки «Подписаться», что влечет за собой незаконный просмотр роликов. Все предельно ясно. Суд готов вынести приговор. Товарищ судья, я возражаю. Никаких приговоров быть не может без предоставления последнего слова. Вдруг он случайно отписался, или он новенький и вообще пока не знает, что нужно подписываться. Вы что, не знаете? Незнание закона не освобождает от ответственности. Итак, зритель, который не подписался, приговаривается... Ладно, я шучу, ребята, блин, ну ё-моё, ну подпишитесь вы на канал. У нас скоро 40 миллионов будет на канале. Давайте это сделаем как можно скорее. Приговариваю вас к 1 секунде исправительных работ. Давайте, исправляйтесь, становитесь подписчиком канала. Давайте, кнопка подписаться внизу, нажимайте на нее. Так, секретарь, это дело уничтожим. Суд готов рассмотреть следующее дело. Итак, начинаем дело под номером 3. Прошу. Товарищ судья, подсудимый обвиняется в краже имущества, а именно в краже письма и сумки почтальона. Обвинение готово предоставить улику, а именно письмо. Секретарь, пожалуйста, возьмите. Прикрепим к делу. Вообще-то кража своего имущества не считается кражей. Ага, так все воры говорят. Так, кого обзываешь? Тишина! Сядь на место, ты что делаешь? Господин судья, мы просим паузу. Моему клиенту и мне нужно немножко остыть. Полностью с вами согласен. Объявляется перерыв. Ты что делаешь? Наша задача тебя защитить, а не обвинить. Этот прокурор Кобяков давит так, я прям не могу. Значит так, приди в себя, перестань агрессировать и спокойно возвращайся в зал суда. Все, давай, все нормально. Ну что? Что? Что, посыпались уже? Я расколол его за минуту, вам хана. Ага. Кто бы говорил, вот давай забьемся на фофан, что я выиграю дело. Такое уже не выиграть. Не, ну раз не выиграть, то можешь мне и фофан дать сразу. Давай. Ладно, давай, готовься. Я щелкну очень больно. А я выиграю это дело по щелчку. Я уже говорил, что вам хана? Нет, вам хана. Ха, что твоя хана? Ну что ж, продолжаем слушание о деле кража письма. Продолжайте. Все верно. Собственно, я хочу пригласить для дачи показаний самого потерпевшего, почтальона. Зовут меня Сидорук Михаил Иванович, 85-го года рождения. Тот день я помню очень хорошо. У меня все записано в блокноте. Значит, тот день пошел я к Сереге Рыбину. Ну, Серега мужик золотой, мы с ним еще со школы знакомы. Отличный парень. Так, можно, пожалуйста, по существу? Пожалуйста, по существу. После Сереги, почему я пошел так к нему? Я пошел же по поводу собаки. А он в собаках разбирается. Я хотел лайку. Значит, он мне посоветовал, где купить собаку. Я пошел к Алексеевне Михайловне. Какие она рогалики печет. Просто мед. Товарищ потерпевший, ну судье это перестает нравиться. Можете уже по делу, по существу говорить? Значит, в тот день я ехал на велосипеде через парк, развозил письма. Смотрю, лавочка. Решил отдохнуть. Подъехал к ней, присел. Хорошо-то как, небо.
птички кругом. Потерпевший, ну пожалуйста, ну не нужно нам столько подробностей. Конкретно опишите преступление. Что там с этим конвертом-то было? Да. Как было дело? Я сидел на лавочке, все хорошо. Меня, может, и разморило где-то. Я прикорнул. В этот самый момент вот этот вот мальчишка, он, видимо, письмо-то у меня и украл. Бандерольки, ну наконец-то. Все, присаживайтесь. Защита, есть что сказать? Да. Уважаемый суд, перед вами два человека, которые являются участниками дела о краже письма. Товарищ прокурор хочет нас убедить, что дело можно закрыть, ведь все и так ясно. Почтальона обокрали. И знаете, да, я впервые полностью согласен с прокурором, но есть одно но. Вот настоящая жертва, вот она. Да, вы все правильно поняли, Ваша честь. Просто представьте себя на месте этого молодого парня. Светлый день, вы прогуливаетесь по парку, у вас законный выходной, вы отдыхаете и проводите время на природе, а не где-то в сомнительных компаниях. Вы идете по парку, и тут вы видите спящего почтальона. Ну и к чему вы клоните? Вы, как образованный человек, знаете, насколько тяжелый труд выполняют такие работяги, как наш почтальон. И вы понимаете, что этот человек уснул не потому, что он какой-то лентяй, а потому, что он просто устал. Любой другой бы человек прошел бы мимо, но не мой клиент. Мой клиент не прошел. Он оценил ситуацию и решил помочь. Аккуратно и тихо он забрал письмецо, старался не разбудить почтальона и быстро побежал, чтобы выполнить работу за ним. И вот он пытается выполнить чужую работу, бежит, мчится к адресату, и что? Навстречу бегут полицейские. Мой клиент уже начинает радоваться, он понимает, что сейчас полиция ему поможет, он сядет с ним в машину, они с мигалками вместе отправят ему письмо как можно быстрее. Но его фантазиям тут же приходит конец, потому что на его руках защелкиваются наручники. И ему не объясняют, за что это делают. Ему просто кричат в лицо: вы имеете право хранить молчание! Господин судья, ну неужели в нашем обществе за помощь принято сажать в тюрьму? У меня все. Браво, браво. Товарищ адвокат, но к своим делам нужно готовиться лучше. Дело в том, что Антон Старков был задержан не на бегу к адресату, а у себя дома. И украденное письмо, да-да, то самое, которое прикреплено к делу, было при нем. Более того, он сам нам честно сказал, что в суде обо всем сознается. Блин, о таких вещах вообще-то нужно предупреждать. Товарищ подсудимый, готовы во всем сознаться? Да, товарищ судья, просто дело в том, что у меня есть друг, и вот мы с ним вчера долго спорили, кто из героев комиксов самый сильный, Человек-паук или Железный человек. И я очень на него разозлился и решил написать ему письмо, что Железный человек круче. Ну и отправил его обычной почтой. Но по дороге домой понял, что переборщил и решил забрать письмо обратно. Но когда я вернулся к почтовому ящику, почтальон уже забирал письма. В общем, я его выследил, а дальше вы все знаете со слов он потерпевшего. Ну, неплохо. Чистосердечное признание смягчает наказание. Суд удаляется для принятия решения. Протестую, товарищ судья! Вы упускаете очень важный момент. Мой клиент забрал свое же письмо. Оно принадлежит ему, и он ничего не украл. Ваша честь, прошу отклонить протест. Я сейчас объясню почему. Ну, прошу, прокурор, продемонстрируйте. Ну, вот смотрите. У каждого из вас есть ручка. Если вы захотите приобщить ручку к делу, то вы ее отдадите секретарю. Правильно? Правильно. Ну и все. С этого момента ручка находится под ответственностью секретаря. Если вы попытаетесь тайно забрать ее с этого момента, это будет незаконно. Вы сравниваете какие-то мармеладки и чипсы. Это здесь неуместно. Так, все, тишина. Внимание на судью. Я готов выносить приговор. Ситуация спорная, понимаю, непростая. И может показаться, что оба участника спора правы. Но нет. Есть тот, кто прав, и есть тот, кто виноват. И в данном случае виноват все-таки обвиняемый. Да, я понимаю. Кажется, что забрал свое же письмо. В чем проблема? Но с другой стороны, работяга сколько стресса испытал, когда это письмо заметил. Пришел к начальству. Начальство ему по шапке дало. Штраф, небось, выписало, да? Ну вот, моральная компенсация. Я считаю, то, что в сумке у почтальона, принадлежит почтальону, пока он не доставил это в пункт назначения. Товарищ судья, но я же не знал, что нельзя красть свое же. Ну, конечно же, нельзя. За чистосердечное признание, предупреждение.
Спасибо. Хоть так. Но в следующий раз штраф и возможен срок. Все, дело закрыто. Поздравляю. Всем встать, суд идет. Здравствуйте, коллеги. Прокурор, начинайте. Рассматривается дело подсудимого товарища Винтуровича. Игнат Винтурович, переодевшись в костюм тигра, чтобы быть никем не замеченным, проник на территорию цирка потерпевшего Василия Носорогова. А что смешного? Вам моя фамилия показалась смешной? Мы Носороговы потомственные цирковые. Да нет, что вы, просто воздух какой-то сухой, вот чихаем. В общем, у Василия Носорогова обвиняемый Винтурович хотел украсть животных из цирка. И у меня есть доказательства. Прокурор, товарищ, а вопрос, хотеть что? Это разве нарушение закона? Хотеть можно что угодно. Он не только хотел, но и совершил попытку кражи. Вот это прошу и попытайтесь нам доказать. Господин секретарь, продемонстрируйте, пожалуйста, суду наши видеодоказательства. И что мы тут видим? Просто человек в костюме тигра перелез через забор. Это что, нарушение? И вообще, господин прокурор, что-то у вас в любом деле есть видеодоказательства. Это как-то подозрительно. Ну а что? Сейчас камеры на каждом углу. Закон нарушать не надо. Надо еще доказать, что мы что-то нарушили. А это мы сейчас докажем. Следственная группа на месте преступления нашла костюм, в котором находился подозреваемый во время совершения проникновения. Ты что, совсем без? Кто улики прямо на месте преступления оставляет? А что-то мы перешептываемся. Говорите вслух. Защита, ваше слово, давайте. Да просто мой подзащитный говорит, что не мог смотреть, как издеваются в этом цирке над животными, над нашими младшими братьями. И решил прийти туда их и спасти. Ах, вот оно что. Записали? Так, потерпевший. Для полной картины нужно вас допросить. Пожалуйста, к трибуне. Так, подскажите, пожалуйста, как вы и ваши сотрудники относятся к животным в цирке? Как вы их дрессируете? Ходит слушок, что вы над ними издеваетесь. Чего? Что за бред? Да у нас к животным относятся как к членам семьи. Ухаживают за ними. Кормят по 4-5 раз в день. Да неужели? Любите, значит, да? А вы всех, кого любите, на цепь сажаете. Секретарь, прошу, продемонстрируйте цепь. Была найдена при обыске в цирке. Ну да, мы ее обматываем в ворота, замыкаем на замок, чтобы всякие воры не лезли к нам в цирк. Ладненько. А как вы там говорили, кормите животных? Корм у нас импортный, дорогой. Его даже люди могут есть безопасно. Ну, раз так, то, надеюсь, вы голодны. Что это значит? Вот, я достал такой же корм, как и у них в цирке, от их же поставщика. И раз уж потерпевший говорит, что этот корм абсолютно безопасен для животных и даже для людей, пожалуйста, продемонстрируйте. Так, протестую. Это что за издевательство над потерпевшим? Как это издевательство? Потерпевший сам сказал, что корм может съесть даже человек. Так что, господин судья, попрошу отметить это в протоколе, что потерпевший отказался есть. Да ничего я не отказался, я уверен в безопасности нашей еды. У нас действительно достойный корм. Надо же, это неожиданно. Так, ребята, прекратите этот балаган. Займите свои места. Вы же взрослые люди. У нас корм врачи проверяют, прежде чем давать животным. Да что я вам все рассказываю? Прокурор, предоставьте им документы. Да, действительно, документики есть. Потерпевший предоставил справки и разрешение на корм. Господин секретарь, прошу передать суду. Пожалуйста. Потерпевший, а где были рождены ваши животные? В цирке или в дикой природе? У нас в цирке. Ну, в принципе, суд готов вынести вердикт. Но один вопрос подсудимому. Да, слушаю. Подсудимый, вы действительно любите животных? Да, товарищ судья, да. Что ж, как вам кажется, вы руководствовались благими намерениями, но вы могли совершить большую ошибку. Ведь животные, которые родились в цирке, просто не могут выжить в дикой природе. Это во-первых. Ну а во-вторых, хоть вы и совершили этот поступок из лучших своих побуждений, вы в любом случае проникли на чужую территорию. Но этого делать ни в коем случае нельзя. Поэтому вы приговариваетесь к 5 дням домашнего ареста. Да за что? Ну я же хотел как лучше. Все, дело закрыто. Все свободны. Итак, следующее дело об оскорблении человека в публичном месте. Опа, интересно. Кто это у нас такой забияка? Слушание начинается.
Слушаю, господа. Слушается дело Гаврилова Антона. Товарищ Гаврилов обвиняется в оскорблении чести потерпевшего Евдокимова Андрея. Потерпевший работает поваром в заведении, куда постоянно ходят подсудимые. И между ними постоянно возникают конфликты. Подсудимый постоянно оскорблял, унижал и обзывал потерпевшего. В связи с этим гособвинение запрашивает выплату моральной компенсации потерпевшим в размере $3000. Неплохо. Так, ребята, это правда? Оскорбляли, обзывали? Предлагаю с правдой разобраться чуть попозже. Уважаемый суд, мы хотим выдвинуть встречный иск. Мы считаем, что судить нужно товарища Евдокимова за то, что он причинил телесный вред моему подзащитному. Вот, товарищ судья, взгляните. Прям в жбан. Нарисовано. Ваша честь, если в этом зале и есть преступник, то он сидит по другую сторону от меня. Посмотрите. Так, адвокат, поясните. Так, ну, давайте я вам расскажу, что произошло. Вчера мой клиент, как обычно, зашел в свое любимое кафе и заказал там ланч. Но вместо еды получил бутылкой кетчупа по голове. И сторона защиты требует компенсацию. Вот так. Секретарь, прошу прикрепить к делу. Чего? Да это я тут пострадавший, а вы хотите меня виноватым сделать? Адвокат, у вас есть какие-то доказательства? Может быть, какие-нибудь видеофайлы? У меня есть прямая улика, ваша честь. Секретарь, прошу вас, продемонстрируйте. Это та самая бутылка кетчупа, которую бросили в моего клиента. Протестую. Он мог купить любую бутылку кетчупа. Принимается. Адвокат, можете как-то подтвердить, что это та самая бутылка? Разумеется. Можно вас на секундочку? Пройдемте. Если вы позволите. Так, смотрите. Идеально подходит. Дно бутылки и форма синяка совпадает. Слушайте, ну форма, как у обычной бутылки, это ничего не доказывает. Я знал, что вы мне не поверите. Секретарь, вынесите, пожалуйста, тарелку, которая была изъята при задержании моего клиента. В рапорте все указано. Предлагаю провести следственный эксперимент. Если кетчуп с этой тарелки совпадает по составу с кетчупом из этой бутылки, то это та самая бутылка. Ну что, секретарь, проведите, пожалуйста, эксперимент. Да, конечно. Берем наш образец номер 1, кетчуп, предполагаемый из ресторана. Упс. Ну, в принципе, достаточно. Погружаем в пробирку номер 1. Достаем улику номер 2. Запускаем. Процесс смешивания пошел. И стоп. Внимание на цифры. Абсолютное совпадение. 0,1, 0,1. Доказательства принимаются. Обвинение, вам слово. Хорошо. Петр Николаевич, скажите, вы давно работаете в этом ресторане? Лет 10 уже. А скажите, какие минусы в вашей работе? Никаких, ну кроме одного. Когда готовишь свою еду, то начинаешь пробовать, чтобы вкусно было. И так сильно объедаешься за весь день, что набираешь вес. Петр Николаевич, а вот из-за лишнего веса вас кто-нибудь когда-нибудь обзывал? Да нет, никто и никогда. Только этот клиент, когда приходил к нам. Вот. А тут поподробнее, пожалуйста. Это началось 2 года назад. Этот тип начал ходить в наш ресторан и оскорблять меня. И что самое обидное, никто не мог за меня заступиться, потому что клиент у нас всегда прав. А вчера у меня уже не было сил терпеть его оскорбления. Он пришел, вызвал меня и начал говорить: жирный, как поезд пассажирный. А чё, на правду не обижаются? Так, попрошу, продолжайте. Ну, я не выдержал и кинул в него бутылкой кетчупа. Ну, все понятно. Это первое, что попалось под руку. Да уж, хорошо, что не нож под руку первым попался. Уважаемый адвокат, попрошу не ерничать. А вас, товарищ судья, попрошу зафиксировать факт оскорблений и унижений. И, как мы видим, все-таки зачинщиком этого конфликта был обвиняемый. Ну что ж, стороны, спасибо, я всех выслушал. Здесь все очень просто. Я готов вынести вердикт. Виновным признается повар. Повар, да, вы, Петр Николаевич. За что? Так он же меня оскорблял, ваша честь. Да, товарищ повар, на самом деле это ужасно, что вас булили, оскорбляли. Вам за это выносится предупреждение. Но вы что, как маленький, не знаете, как поступать в таких ситуациях? Да не обращайте вы на него внимания. Это ж если он оскорбляет, да у него просто комплексы, и он пытается за счет вас, за счет оскорблений, сам себе самооценку поднять. Ну это же все задиры так делают. Но самое последнее, что можно сделать, это распускать руки. Распустил руки, значит все, проиграл. Любой конфликт можно решить словами. Ну а вам штраф. Полностью восстановить лоб и здоровье вашего обидчика.
Все, дело закрыто. Ну, суд у нас справедливый. Встать, суд идет. Так, что у нас сегодня? Интересные ребята какие-то. Прокурор, чего молчите? Дело объявляется открытым. Рассказывайте, что тут у нас? Итак, потерпевшая Тамара Михайловна утверждает, что ее клумба перед домом страдает от набегов вот этой вот собаки. Моей бусинки? Да не может быть. Какая милая, абсолютно безобидная собачка, между прочим. Ну да. Прокурор, вы точно ничего не перепутали? Ну нет, конечно. Уважаемый суд, прошу предоставить слово потерпевшей. Давайте, к трибуне. Ну, здравствуйте, господин судья. Во-первых, я к вам не с пустыми руками пришла. Огурчики, все свое, родное. Чтобы вы лучше кушали, ведь работа у вас очень сложная. Это что, подкуп судьи? Да что вы, какой подкуп? Это все от чистого сердца. Да ладно, я шучу. Сереж. Да чего вы так смотрите? Это ни на что не повлияет. Просто подарок. Давайте вас послушаем. Рассказывайте, что произошло. Да что тут рассказывать? Я хочу, чтобы перед нашим домом красиво было. Я клумбу сделала, лебедей с покрышек. У меня там хризантем 2 сорта растет. Ага, ближе к делу, пожалуйста. У меня спина очень болит, и мне трудно каждый раз за клумбой ухаживать. А это бестия вообще за собакой не смотрит. Она мне всю клумбу перетоптала. Даже иногда в туалет ходит. Все цветы погубила. Поэтому сторона обвинения просит выплатить моральную компенсацию за испорченную клумбу. Сумма иска $500. Подождите-ка, а где доказательства? Собак во дворе вообще-то куча бегает. Может, это не она вообще? Так, обвинения, есть какие-то доказательства у вас? Во-первых, у нас есть снимок лапы с клумбы потерпевшей. Так что, секретарь, попрошу вас провести экспертизу и снять отпечатки лап у этой собаки. Да, конечно, но перед этим я предлагаю взглянуть на фото, прикрепленное к делу. Так выглядит собачий след. Ну а теперь я попрошу собаку для следственного эксперимента. Сейчас мы возьмем отпечаток лапки у собачки. Так, и прикладываем. Так, все. Господин судья, ознакомьтесь с отпечатком лапки. Ну что сказать, на вид отпечатки очень похожи, действительно. Ну вот, что и требовалось доказать. Так, давайте предоставим слово защите. Тамара Михайловна, а скажите мне, пожалуйста, территория, на которой находится клумба, вам принадлежит? Ну, моя клумба, моя и территория. То есть документов собственности у вас нет? Нет. А вы в курсе, что чтобы сделать клумбу около дома, нужно, чтобы все жильцы этого дома на это согласились, потому что это не ваша личная территория. И у меня есть показания всех жильцов этого дома, что свое согласие на постройку этой клумбы они не давали. Товарищ секретарь, пожалуйста, ознакомьте судью. Так, ребята, вы меня уже немного запутали. Так. А еще, товарищ судья, это же собачка, животное. Соответственно, она может гулять где захочет. Я же не могу ей приказывать. Вот-вот, а жестокое обращение с животными, между прочим, запрещено на законодательном уровне. Ладно, так, кажется, суду все понятно. В общем, на основании всего услышанного, всего увиденного, суд выносит решение оштрафовать хозяйку собаки. Вот так. Подождите-ка, это на каком основании оштрафовать, товарищ судья? Клумба, значит, да? Ну, вроде не ее, а вроде общая. Представим пример. Вот вы выходите во двор, видите клумба. Вот скажите, вы пойдете по ней, через нее, вот походить, потопчетесь по ней? Ну, конечно нет, я не пойду. Так и почему вы решили, что собака может? Потому что это собака. То есть вы, как человек, не пойдете по клумбе, ну, чтобы ее не портить, чтобы она оставалась красивой. А вот собаке почему-то можно. Мы судим собаку за то, что она просто походила по клумбе? Именно! Надо следить. Ну, мы в ответе за тех, кого там приручили. И какашки нужно за ними убирать. Все. Виновны. Но и вы, Тамара Михайловна, тоже должны будете заплатить штраф. Я? За что? Ну где-то же здесь документ был. Жильцы не дали согласия, а самодеятельностью заниматься нельзя. Это как получается тогда? Незаконная клумба дает законное основание штрафовать человека. Это как это у нас так работает? Я не понимаю. В общем, Тамара Михайловна, согласовывайте с жильцами и договаривайтесь на территорию. И хоть картошку там садите. Ну и вы тоже договоритесь с жильцами и устройте там туалет для собак. Ну мало ли согласятся. Все, дело закончено, закрыто. Все, конец. Все, хватит на сегодня, ребята. Ну что-то утомились мы уже. Все, все свободны, ребята, расходимся. Ну извините, ну как мог защищать?
Ну что, ничья? А что ты веселишься? Твою тоже штрафовали. Мне хотя бы стыдно за это. Ну что, ребята, да, не просто быть работниками суда. Ребят, пишите в комментариях, как считаете, справедливые решения были или нет. Давайте, может быть, я где-то ошибся. Давайте обсудим. Ну а считать, день был интересный. Да, я выношу вердикт. Ролик был классный. Ну что, ребята, ставьте лайки. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глен Кобяков, Серега. Всем пока! Глен Кобяков.